Я не знаю, насколько ты ходишь и слушаешь музыку вообще, и вообще какое у тебя отношение к музыке. Как я понимаю, довольно тоже Ну, интересное. средняя, я бы сказала. Я любопытна в плане музыки, мне нравится узнавать новое, но, если честно, я не прикладываю к этому очень много усилий и времени. Потому Поэтому, что ни у кого нет на это время особо. да, потому что, ну, как-то странно выделять себе 2 часа в день на ресерч новой музыки, на понимание жанров, на понимание, как это влияет на твое настроение, на вот такой глубочайший эмоциональный анализ музыки. И вот на этом построена моя идея, чтобы я искал такую музыку и людям про это рассказывал. Понимаешь? Идеально. Потому что я знаю, что у людей нет времени. Да. Но здесь тоже есть одна загвоздка, называется, ну, понятно, что все субъективно, да? Поэтому, когда я собираю плейлисты, они должны быть разнообразные, и поэтому я в целом назвал весь свой проект, где я рассказываю про музыку, пост-жанр, потому что, как по мне, жанры уже не так важны, потому что важно погружаться в разные текстуры музыки вне жанрового контекста, убрать этот контекст. Это часть музыки сейчас. Пост-панк. Это не просто слово, это целый мир. Группа Jungle выпустила свой первый альбом 10 лет назад. Неопсиходелия. Что это за зверь такой? Джаз, нью джаз, модерн джаз, фьюжн. Дарк диско или темная диско — это совокупность жанров, которая объединяется в одном конкретном смысле. Это синтезаторная темная музыка. Тейлор Свифт получила награду «Человек года» по версии журнала Time. Электро — мой любимый жанр электронной музыки, который я обожаю сводить как диджей. Вот сейчас поп-музыка, например, поп-музыка, она вот взяла все в себя, что можно взять. Рок, электроника, хип-хоп, R&B, все, что хочешь. Я хочу напомнить, что мы находимся на канале Meta Vibes и берем интервью у Богдана. И что самое классное, ты очень пересекаешься с концепцией нашего канала, потому что он называется Meta Vibes, что тоже включает в себя разные жанры. В основном это творчество, но мы хотим объединить разных творческих людей под одной эгидой вот нашего канала, как минимум, чтобы они знакомились между собой, обменивались опытом, и, знаешь, чтобы не было границ. Мне вот понравилось, как ты это описал, чтобы границы постепенно становились тоньше и меньше, исчезали, и знания, опыт и жанры, они перетекали из одного человека в другого человека. Мы хотим, чтобы все обменивались этими знаниями, вкусами, компетенциями. Ну, как бы в этом и смысл искусства и творчества, которое вокруг нас. И эволюция. Да и науки тоже. Ну, то Да. есть, как бы, если ты закрываешь условно одну страну, пример не очень хороший, но закрываешь одну страну от чего-либо. Да. Они не могут общаться с другими музыкантами, артистами, учеными, кем-то еще. Твоя наука скукоживается. Или твое творчество скукоживается. Потому что они не обмениваются своими наработками, своим опытом. Конечно. Это касается вообще всего. По-моему. Тан-тан-тан. А вторая лампа будет включена? То есть рассказывать про музыку то же самое, что... Если все готовы, то мы можем начинать. 3 хлопка и погнали. Все, давайте. Я был наслышан об этом месте, но не знал о таком потрясающем виде из окна. Это, конечно, великолепно. Вообще я всем об этом рассказываю постоянно, но все думают, что вид это, ну, вид из окна, ты знаешь, да, типа ты зашел в любой дом и такой, типа, вроде ничего, но такое обычно люди себе не представляют. Плюс это, ты как сказал, это студия, ну да, это студия, это одновременно я здесь делаю какие-то свои музыкальные вещи, я здесь и живу, ем, все, в общем, делаю в одном месте и получаю от этого иногда очень неплохое удовольствие. Запустил трек, перешел вот сюда, выбрал эффект, и условно вот ты можешь его по-разному типа делать. В общем, Слушай, это офигенно Космос. удобно, это очень круто. Если человек может пользоваться этим, нафига большие вот эти вот блинищи? ну, во-первых, понимаешь, многие ретрограды. Ну нет, Ты винил мы не понимаешь? берем, там Нет, звук я лучше. тебе Ну, говорю, ретрограды есть и цифровые диджеинги. Я всегда за прогресс, и если выйдет что-то еще лучше, то надо смотреть и в эту сторону. Ой, слушай, я вот только в эмиграции это понял. Меня тоже, я раньше обрастал всем огромным сетапом, с миллиардом гитар. В нашем веку бесконечных переездов куда-либо, и непонятно, где ты будешь через месяц
полгода-год, поэтому надо быть как-то попроще. Чем ты занимаешься сейчас в Тбилиси? Как это ни странно, но последний год я занимаюсь только, ну то есть за то, что я получаю деньги, ты имеешь в виду, только диджеингом разного рода. И это неожиданно, потому что для меня это раньше было, ну по сути, я зарабатывал на чем-то другом, а это было, ну, мне нравится. Мне нравится рассказывать музыкальные истории, даже без слов. Поэтому это было что-то для души. Поскольку я была на твоих сетах, мне, знаешь, есть такое желание передать вот эту атмосферу, которая царит вот вокруг тебя в заведении. И правда, в этом есть какое-то тонкое искусство того, как ты подбираешь треки, как ты менеджерируешь настроение публики, как ты управляешь этим настроением, очень мягко, опять же. Там нет ничего стандартного, что можно услышать в других клубах, там всегда вот какая-то изюминка в этом есть, и в это прям очень хочется занырнуть. Расскажи мне, как ты собираешь сеты для... Давай начнем вообще в целом с, что такое диджеинг, как его воспринимают люди. Не все знают. Не, Простите, я думала, что знают все. Я к тому, что это не свести 2 или 4 трека в одно, это техническая часть, которую люди обучаются за 2 месяца, и все. А все остальное это 10% от самого диджеинга. Многие этого не понимают и не знают, потому что поставил 2 трека. Что он делает? Почему получает деньги за то, что ставит музыку? Что за хрень вообще, правда? Ставит музыку. Это же не Самое работа. простое, что это можно не сделать. И не свою. Важно. Просто плейлист собирает и стоит, что-то там гладит. Условно, у тебя есть какой-то вкус свой. Он может быть узкий, может быть средний, может быть широкий, диапазон музыкальный, который у тебя есть. Я сам себя обучал этому, условно, там, с 13 лет, и вот до сих пор я обучаюсь вкусу музыкальному, ищу что-то новое. И вот это 80% диджеинга хорошего. Референсы. Как ты думаешь, нужно ли их использовать, можно ли их использовать, используешь ли их ты? Вопрос хороший, потому что у меня ведь двоякий ответ. Будем честны, как бы люди довольно много всего придумали до нас, и много чего хорошего придумали до нас. И если вдохновляться и брать опыт, который уже пройден, это логично и просто умно. Но есть еще один момент. Например, я очень редко смотрю людей, которые делают там тоже какой-то контент про музыку, потому что у меня есть страх, что я скопирую и потеряю себя. Поэтому мне нужно знать, что они делают, но мне крайне трудно это заставить себя смотреть. Я могу что-то взять оттуда, и я не хочу это делать. Хочется думать, что ты уникальный. Да. У нас есть вопрос от предыдущего нашего гостя. Как справиться с выгоранием? Я думаю, что это тесно связано с мотивацией, и хотела бы спросить вот твои соображения. На самом деле здесь довольно сложный ответ должен быть. Есть люди, которые очень легко мотивируются и очень легко готовы на все. Из-за того, что мы разные, ответ для всех должен быть разный. Так. Но в первую очередь людям, которым сложно искать мотивацию, потому что у них там дофаминовое, там, не знаю, недомогание какое-то происходит, скажем так. Несварение. По сути, да. То есть коктейль дофаминовый не работает так, как работает у всех. Потому что вот у меня есть такой нюанс, я это знаю, что дофамин как бы вырабатывается, чуть похуже, чем у других. Поэтому мне нужно постоянно что-то делать, чтобы получать от этого удовольствие. Вообще универсальный совет: просто планируйте, готовьтесь и по шагам выполняйте какие-то вещи. Поскольку вы их выполняете, вам хорошо, мотивация поднимается. И так постоянно ты работаешь, и у тебя мотивация не иссякает, потому что она постоянно поднимается. А вот с выгоранием, к сожалению, ничего не сделаешь, если ты устал, у тебя психологическая утомляемость очень высокая от какого-то процесса, нужно просто отдохнуть. Хорошо, давай вернемся к теме мета и пост. Для меня это тоже какие-то пересекающиеся концепции. Как бы ты охарактеризовал концепцию пост и концепцию мета? Пост-панк, пост-прочие истории, пост-поп. Потому что пост чего-то, после чего. Такие названия начались в 80-х годах появляться, в начале 80-х, в конце 70-х музыки, потому что как будто бы исчерпалась вот эта жанровость. Хороший пример
замечательной группы New Order. Мгм. Которая выросла на обломках Joy Division, когда Ян Кертис повесился. И Joy Division постпанк, и New Order тоже постпанк. Но это совершенно разная музыка. Она вообще не похожа ни на что, никак с друг другом не соединяется. А делали это одни и те же люди, ну, кроме одного. Поэтому пост, как по мне, это просто когда переходишь границу чего-то и начинаешь идти вперед, не оглядываясь на какие-то рамки. А мета, как по мне, это чуть более какой-то глубокий процесс. Потому что здесь ты не просто перешел какую-то границу, ты должен куда-то прилететь. В музыке пост почему? Потому что ты можешь смешивать, и ты не знаешь, к чему это приведет. Если приведет к классному, будем считать, что это мета. Если приведет не к классному, ну, останемся в постпанке. Расскажи мне, почему ты вообще выбрал вот именно такой пассаж, сторителлинг про музыку? К видео и вот такому повествованию, да, подкастному повествованию. В телеграм-канале Да, своем. да. Это Мы оставим ссылочку, обязательно послушайте. У Богдана великолепный вкус, который обогатит вашу коллекцию. Просто не радуйтесь. готов спорить, правда, там много интересного. И к этому я постепенно приходил, потому что я не знал, что я могу интересно рассказывать. Поэтому это приходило с годами, и я просто начал делать. Вот та же самая история. Я начал делать сначала видео-контент в Инстаграме, короткий тоже. И постепенно как-то доезжал до того, что профессионализм моего рассказа рос. Просто к тебе это приходит. Ну, возможно, еще какой-то врожденный талант, я не знаю. который у тебя 100% есть. Наверное, да. Но это, мне кажется, что это все равно... Опыт. Часть небольшая, этот талант, условно, или какой-то твой природные какие-то качества, которые ты можешь выразить, а все остальное это должно нарабатываться опытом. Важные слова для молодых людей, которые начинают что-то делать, условно, в 20 плюс лет. На моем опыте просто продолжайте делать. Просто продолжайте делать, и это должно принести какой-то результат. Чаще всего так и есть. Просто неизвестно, сколько времени понадобится. Я только к своим 30 плюс понял, что я должен был просто делать и не прерываться. Насколько сильно влияет твой сетап, твоя оборудка на то, что ты делаешь и на то, как ты делаешь? Смотря что, если говорить про меня, поскольку я там, работаю лицом, голосом и все такое, и рассказываю про музыку, то для меня это безусловно важно, потому что, я не могу выпустить какой-то контент, если он будет некачественный. Как визуальный образ он будет некачественный, поэтому для меня это важно. Вообще не нужно не покупать ни драм-машины, ни синтезатора, ничего, пока вы не разберетесь с DAW. Какая DAW тогда нравится вот конкретно тебе? И почему, конечно же, это очень важно? Это сложный вопрос. Понятно. Потому что, на самом деле, честно вам скажу, главное, чтобы вы просто начинали это делать, если вам нравится. И пользуемся тем, что нам кайф, в результате все равно получится... В результате все равно получится то, что получится. Скорее всего, говно. Да. Но вначале у всех получается говно. Да. Поэтому надо просто продолжать. Если есть мотивация, дальше будет не говно, а конфеточка в оберточке, скорее всего. Просто классическая схема. Время, потратить на это кучу времени, освой. Дальше уже техника будет нарабатываться. Вот и все. Это механика. Так оно работает. Ты рассказываешь только то, что нравится тебе, и вокруг этого собираешь историю. Если я вижу, что артист, по моему мнению, уходит куда-то не туда, я об этом говорю. Вот недавно я делал выпуск про Севдализу. Есть такая нидерландская исполнительница, вообще она из Ирана, азербайджанка из Ирана, но переехала в Нидерланды. Ее зовут, собственно говоря, Ализа Д. Севдализа. Севда Ализа Д. И она делала великолепную музыку, начиная вот с ее первого альбома в 2016 году. Просто реинкарнация трип-хопа, смешанная там с UK-басом. В общем, супер. Все супер. Всем советую, кстати, слушать Севдализу, если не слышали. Но в последнее время она ушла как раз
у нее последний альбом был 4 года назад, но она уехала в какую-то историю с латино-жопотрясом. И это вообще, ну, типа, не совсем не ее история, но она стала популярна в ТикТоке. Вот она И пришла вот как мне к известность. этому относиться? No me sueltes, no, soy tu maravilla, así como yo, baby, ninguna brilla. Но ты немножечко, насколько я понимаю, не за андеграунд, но за качественную музыку. А качественная музыка не равно попса, не равно какие-то Нет, классические... поп-исполнители тоже могут применения. быть качественными, это бесспорно. Но могут быть совсем некачественными и нравятся миллионам людей, непонятно за что. Например, Тейлор Свифт. Расскажи мне, что еще вводит в тебя в такое в непонимание, что происходит вообще с миром музыки? Да на самом деле, раньше я мог злиться вообще на много чего и говорить, вот это Например? все пошло не так, в хип-хоп уже не тот, рок вообще умер 40 лет назад вместе с Джимом Моррисоном. Ну, короче, все. Пошло все по одному месту. Но на самом деле я стараюсь так не думать, потому что я слушаю очень много музыки и очень много хорошей музыки. Ее очень много, вы просто ее не слышите, потому что вы не залезаете в эти дебри, куда я пытаюсь нырять. Иногда, знаешь, комментарии могут прилетать, я смотрю на разных, и у блогеров, у кого-то еще, и музыкальные статьи, типа все говно. Нету, хорошая музыка умерла там тогда-то, тогда-то. Нет, это не так. Поэтому мое такое негативное состояние к тому, что с музыкой происходит что-то не то, прошло. Чем больше я начал углубляться в неизвестных исполнителей, в исполнителей, которые находятся на среднем уровне популярности, ты понимаешь, что там целое море разных рыбок. Вообще они вообще не похожи на то, что наверху. Все зависит от того, как глубоко ты погрузишь свой сачок. Да, поэтому я стараюсь собирать плейлисты как раз с такими ребятами и девчатами. И показывать, что, ну, послушайте. Окей, давай вернемся к твоим коллегам, которые делают примерно такую же работу. Кого ты можешь выделить? Один из самых популярных ребят, которые, мне кажется, ну как, достаточно популярный, это Broken Dance, который делает похожую вещь, как я тоже рассказываю про группы, довольно интересные истории, то есть не просто какой-то хейт, а то, что ему нравится. Ну, есть, конечно, Веленская, замечательная дама, академический рассказ про музыку и одновременно про эмоциональную часть и про академическую часть. Я ее уважаю, не совсем согласен, но она делает вообще супер вещь, потому что рассказывает про техническую часть очень интересно. А с чем ты не согласен? Ну, какие-то условно ролики, где она рассказывает про там российскую поп-музыку и почему это круто, я могу поспорить условно. Это чисто вкусовая, да? Я думаю, что да. Ну, то есть мне кто-то может не совсем понятно, почему этот человек популярен или дама, а она может это объяснить, ну, потому что вот так вот написано. Хочу спросить про музыку в целом. Что для тебя музыка? Давай скажем так, в моей личности там 50%, 50% музыки во мне точно живет. То есть она сдавливает мою личность и такой, ну-ка, немножко подвинься, а мы здесь будем слушать звуки. Поэтому для меня это почти все, о чем я думаю, чтобы сделать из этого что-то классное. А для меня важно сделать что-то интересное, как я сказал, потому что если я не двигаюсь, то как будто бы я и не живу. А мне нужно двигаться и что-то делать классное. Поэтому музыка и дала мне эту возможность. Когда ты пишешь музло, ты закладываешь какую-то эмоциональную составляющую сознательно? Эмоционально я борюсь, чтобы в принципе сидеть и писать музыку, понимаешь? Для меня это самая основная задача — бороться с эмоцией, чтобы это сделать. Я считаю, что музыка привлекает именно эмоциональными точками, которые цепляют своих слушателей, фанатов будущих. Потому что есть такое понятие хук. На крючок подцепить человека, который слушает твой трек. Если есть в треке какое-то специальное место, которое тебя так за щеку берет, типа, и говорит, все, ты здесь, типа, навсегда, это вот и есть та самая эмоциональность, про которую я и говорю, и которую я считаю, что люди должны изначально, когда пишут музыку, думать о том, что им нужно зацепить какого-то человека. Если у них такой интерес есть вообще. 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 Если у них такой интерес есть
А вот в тех вещах, которые ты ставишь, какую эмоцию ты вот больше, чаще всего, например, стараешься вот, как бы сказать, сгенерировать в людях? Ты имеешь в виду о том, о чем я рассказываю, или о том, что я ставлю, когда я, там, допустим, условно диджею, или там... А расскажи про оба эти случая, если в них есть разница. А она, очевидно, есть. Разница есть, потому что когда я рассказываю про музыку, я рассказываю про то, что мне нравится. И, то есть я как будто бы даю людям, которым, возможно, я приятен, там, не знаю, на вид, на эмоции, на слух, даю им возможность послушать музыку, которую я считаю хорошей. Когда я диджею, это совсем другой разговор, потому что есть время, место и люди. Это все бывает очень разное. Я не могу сказать, что диджею нужно, если вы диджей и меня слушаете, что нужно гнать свою линию везде, типа, я играю транс. Я играю только это. И пофиг, что я на диско, все люди придурки ничего не понимают, потому что, собственно говоря, только то, что я играю, супер. Если это ваша профессия, так не сработает, потому что везде люди разные, везде места разные, и чтобы вы знакомились с людьми, которые дадут вам работу и пригласят вас в разные места, вы должны быть очень разнообразным и играть разную музыку. Богдан, я хотела показать тебе еще трек и послушать твою реакцию. Я включу так, потом, наверное, поставлю. Давай, как эксперта. Принимаем задумчивую позу. Да, всегда непросто. Слышу восточные мотивы. Что-то из... Люди страдают от нехватки витамина D. Осень в бликах на воде и в головах людей. Тени идей затерялись в серых куртках и находят выходы у тех, кто курит в закутках. А мы на сутках из подсознания шлем открытки, пока разум на плитках нам рисует завитки. Забавно, но восточные мотивы в начале, они... Мне нравится такой концепт в целом, когда... например, хип-хоп соединяют или рэп соединяют с чем-то необычным. Есть трек один, который я очень люблю, который чем-то откликается вот к этому. И вот есть такой человек, которого зовут Хамиль. И у него есть свой альбом, старенький уже, и там есть трек, он называется «Пир». И там соединен текст библейский с музыкой восточной, которые относятся скорее, наверное, больше к Ближнему Востоку, потому что все происходит в Вавилоне. И очень напомнило мне эту историю. Понятно, что здесь текст без отсылок к каким-то древним вещам, но восточная история всегда дает тебе интерес. Ты как будто погружаешься во что-то глубокое, вековое, и тебе становится интересней. Это на примере этого трека или трека «Пир» от Хамиля. Послушайте, классный трек, мало кто его слышал, кстати. Судьба лежит на роковых весах, на одной чаше свет, на другой мрак. Итак, это была рецензия на нашего оператора Вадима. Вадим уже, мы, кстати, записывали интервью. Я знал, самое что это он. первое. Как ты понял? Да легко. Да, я чувствую вибрации, и его поет, да, собственно. Есть ли у тебя такое ощущение, замечал ли ты за собой, что как будто с наслушанностью, с опытом у тебя становится меньше музыки, которая тебе не нравится, чуть ли не исчезающе мало. Ты начинаешь как бы видеть со всех сторон, что там происходит, и я не знаю уже, да, ну что нужно, насколько должно быть плохо, чтобы я сказал, ну фу. Это хороший, кстати, вопрос, потому что действительно, если ты слушаешь много и много всего разнообразного, ты можешь все детали подчеркивать и полюбить условно все. Или там, если ты знаешь, как автор работает, ты не можешь его обидеть, потому что он сложный, его жизнь сложная у него, да, и там все плохо. Он типа начинает с нуля. Но на самом деле есть вещи, которые, они не то что музыкально тебе не нравятся, тебе может не нравиться куча всего. Подача, образ мышления артиста и так далее, как он себя ведет на публике, то есть как бы ты можешь, какая у него публичная жизнь,
ты можешь все это складывать и такой, вроде музыка классная, но человек меня не привлекает. Ну, типа, он меня, вроде он делает все неплохо, но что-то меня отталкивает от того, что... Ну, понимаю, у меня такая история с Битлз. Ну, типа, Ну вот, я вот по чесноку не могу вот обоснованно до них доколупаться, до чего-то. Ну, вот просто вот, ну нет. Ну, у меня с Битлз примерно такая же история. То есть, как бы я их не слушаю просто. Может быть, вся музыка хорошая, но чтобы жизнь сахаром не казалась, для этого у нас всегда есть Тейлор Свифт, поэтому все супер. Как ты относишься к Моргенштерну, кстати? У него тоже вот тема сисик-писик, она присутствует в его творчестве, но при этом интересно послушать его рецензию. Мне нравится, когда артист развивается. Моргенштерн, я не могу сказать, что у него какие-то глубокое развитие идет во что-то новое. Можно поговорить не о нем, а поговорить про Фейса, который как раз был абсолютный же потрясный хип-хоп рэп-исполнитель, который превратился в человека, который начал рефлексировать, думать и рассказывать то, что его беспокоит. Окей, мне, кстати, нравится «Масло черного тмина», например, из рэперов и хип-хоп исполнителей. И вообще казахи делают очень крутые творческие проекты. Слушай, вообще на всем постсоветском пространстве довольно неплохо развивается музыка, и она развивалась лучше, чем в той же самой России до какого-то момента. В Украине, например, куча классных исполнителей появилась гораздо раньше, чем в России, и поп-музыка там стала интересной раньше. В Казахстане начали появляться там и хип-хоп, и рэп на своей эстетике казахской, которая, собственно говоря, так и работает. В Беларуси какие музыканты великолепные. У них там dark wave эстетика просто она горит там минскими огнями. Реально. Есть группы, которые делают вещи там, не хуже, чем западные исполнители, и уже подписаны на классные лейблы. Вот тебе Беларусь, пожалуйста. Казахстан, Беларусь, любую страну возьмите. Талантов дофига здесь. Вот на этом пространстве. Это так и было всегда. Просто дайте им возможность реализовать себя. Вот и все. И в России даже сейчас, хоть она и изолирована в каком-то смысле, очень много новых музыкантов появляется. Просто они растут, типа, каждый день ты что-то новое слышишь. Понятно, что не всегда это интересно, но очень много классных музыкантов. То, что происходит в мире, естественно, кардинально влияет на тексты, которые музыка нам дает. И какие есть проблемы, музыка... В этом прикол музыки. Даже в кино нет такого прикола, как в музыке. То есть оно сразу реагирует на эту проблему. То есть у людей есть повестка, и музыка дает тебе ответ на это. То, что музыкант, его беспокоит то же самое, что и тебя. У него, у него есть йоу-йоу-продюсер, который может ему сказать, что мы пишем это и рассказываем про это. И они тоже следят за тем, что какая повестка, какой звук нужно делать, какие тексты нужно давать. Понятное дело, что все это может быть не просто так. Поэтому ценность, как ты говоришь, андеграундной гетто иногда действительно выше. Поскольку у них еще нет йоу-йоу-продюсера, и они рассказывают то, что их конкретно беспокоит, и они могут быть более лично настроены на слушателя. И я слышала, что у тебя есть проект с другими диджеями здесь, в Тбилиси. Проект называется вообще Eventide Rhythms, то есть вечерние ритмы, но там есть поджанры, в которые мы играем. Поскольку я, как ты уже поняла, разножанровый персонаж, там есть Ghetto Vibes. Ghetto Vibes на Meta Vibes. Ghetto Vibes это... И сейчас такой ту-ту-ту должно что-то ты заиграть. близка примерно к тому, как это звучит. Ghetto Vibes это про музыку, которая совсем простая. Но имеется в виду, она очень простые тексты, она ироничная. То есть это хип-хоп, смешанный с электро, и с таким, типа, иногда техно, это называется гетто-тек или там гетто-электро, где классный, он звучит классно, оно звучит бодро и так далее, но тексты абсолютно типа сексуализированного характера. То есть они рассказывают какие-то банальные сексуальные истории из гетто. То есть это должно быть смешно еще. Если ты знаешь, если человек знает английский, когда он слышит про там про бути, флоу и так далее, он типа такой, это смешно. Сплошные бути и так далее. Жопотряс. Бути, да, жопотряс.
жопотряс, но ироничный жопотряс, понимаешь? Под странные Вот. звуки. Вот какой контент нужно делать. Ироничный жопотряс. Возможно, Да. для того, чтобы залететь в ТикТоке, тебе нужно добавить ироничный жопотряс. Ну, в- Get a Vibes, да. Да, Get a Vibes. Была на вечеринке здесь, в Тбилиси. Ты был за диджейским пультом и Влад. И у Да. вас была какая-то готическая тематика, Да, горели свечи. это Dark Wave, да. Вы были в черном. И Да. это... Я обожаю такие ивенты, когда вот есть контекст определенный, ну, конкретный контекст. И когда у тебя есть возможность соприкоснуться с конкретным контекстом, и, возможно, тоже как-то поучаствовать в этом. Да, я могу тебе конкретно в объяснить, что этом это было. Да. Это было, я называю темная диско. Мгм. Потому что это танцевальная музыка, она танцевальная, она мрачная, и она как будто тебя заставляет действительно хотеть надеть черное Мгм. и пойти к католической церкви и там посидеть. Ну, и еще и потанцевать, возможно, там. Ну, в общем, это странное сочетание, которое мне вообще очень нравится. И есть коллективы, которые на это прям сильно повлияли, и их звучание это вот то, что люди должны откликаться в этом вообще, видеть что-то, свои темные стороны в этом. Поэтому советую слушать темный диско, посмотреть, как вам это зайдет или нет. Начните с Boy Harsher, дальше попрет как надо. Да, у нас часто проходят вещи, когда мы совмещаем живую музыку и электронную, потому что это интересно, и, во-вторых, нам приходят такие предложения, когда мы сами их... Вот саксофониста мы нашли, он приехал из Казахстана, в этот же день мы его увидели, когда играли настольный теннис, сразу его взяли и сказали: чувак, вставай и типа играй, как мы, потому что мы сводим. Играли с флейтой, с чем-то еще, в общем, много всего, потому что это интересно. Это опять постжанр, опять ты смешиваешь стили, опять ты пытаешься, и на ходу пытаешься создать что-то новое. Это круто. Поэтому планов совмещать такую музыку, разную музыку с друг другом впереди довольно много. Вопрос в том, кому это интересно, вопрос в том, где это делать. Это уже другой вопрос. Мы все время ищем площадки и концепции, где можно это совместить, чтобы людям было интересно. От ресторанов грузинских до баров и около клубов. Поэтому. Короче, я долго думал, как сформулировать этот вопрос, и решил сформулировать его так. Вот прикинь, вот сейчас на этот балкон приземляется маленькая серебристая летающая тарелка. Оттуда выходят 3 гуманоида, может быть даже не гуманоида, пофигу, Кто их знает? кашкоида какого-нибудь, да. И мяукают нам: дай нам 3 трека, 3 песни, которые характеризуют тебя, 3 песни, которые характеризуют людей на твой вкус. Я понимаю, что 3 будет... Человечество? Ну, если- давай общество, хотя бы ту часть общества, в которой ты варишься. Мой вайб, он как бы всегда менялся. Я делю на поджанры, потому что, хотя я не считаю, что жанры это какая-то важная вещь, но как будто бы у меня есть там моя электронная часть, моя какая-то инструментальная часть и моя типа вокально-душевная часть. Ну да, они Знаешь, я вот про так вот- разное я вот так немножечко. иногда делю эти истории. окей, да. Если брать электронную часть, то, что я очень люблю, сейчас у меня типа очень любимые вещь, это Acid House из начала 90-х, конца 80-х, поскольку это начало рейв-культуры, и типа вот та музыка, она не похожа на современный рейв, но она дает типа вот кучу всяких эмоций. Есть трек, он называется Windows, исполнитель его зовут Seal. Это 91 год, по-моему. По-моему, 91 год. Это хаус-трек. И если вы послушаете, то это действительно будет меня олицетворять на танцполе. Я там умираю под этот трек, и хотя часто его сам ставлю. С электронной частью разобрались, а инструментальная? Тут, конечно, будет больно из всего инструментала выбрать что-то одно. Ну, это так сложно вообще. В инструментальном мне все-таки психоделия, она как бы для меня супер важная. И то есть, когда треки там с условными разными партиями, то есть они тебя погружают в какие-то вообще космические дали. И гитаристы, и там люди, у которых на электрооргане, и пианисты, и вокалисты, все вместе работает, и это инструментал. То есть это вот действительно все инструменты работают так, как будто бы ты как раз
Вот ты представь, приехали эти самые инопланетяне, вот как они хотят вернуться обратно. Они на психоделии вернутся обратно, им не нужен просто, топливо не нужно. Наверное, самая песня, которая меня в транс погружала за всю свою жизнь, это все-таки будет Doors, но это будет песня The End. Хорошо. От начала до конца. 12 минут вы слушаете, и у вас типа, истерика может начаться. Окей, Ничего не ладно. скажешь. И третье душевно-вокальное? Да, наверное, да. Я скажу так. Я люблю глубокий и пронзительный вокал, и ничего больше удовольствия мне не доставляет, как группа Type O Negative и ее вокалист Питер Стил, который, к сожалению, уже 14 лет назад умер. И ничего нового вы не услышите от группы Type O Negative. Но это готический металл, скажем так. Грувовый, почти дум, но очень мелодичный. И послушайте вокал Питера Стила, если вы не слышали, и вы поймете, о чем я говорю, и почему я в целом про вокал заговорил. Это типа, он еще был 2 метра ростом, с длинными волосами черными. Зверюга страшная вообще. Звучал как, реально, как паровоз. Трек Christian Woman — это про то, как монашка физически желает секса с Христом. В общем, интересно. Ну все, мне уже просто уже. Так, ну и теперь то же самое про людишек. О, ну если мы про современные говорим, ну конечно, Тейлор Свифт. Тейлор Свифт сразу улетает в космос. Если мне такие, слушай, чувак, скажи, кто у вас главный музыкант на планете сейчас? Какую музыку вы слушаете? У меня не будет выбора просто. Я скажу Тейлор Свифт, это наша королева. Второй трек. Ну, Билли Айлиш, конечно, потому что она взяла целую кучу наград в 16 или в 17 лет, да? И сейчас продолжает это делать, и в целом там, миллиарды людей очень нравится Билли Айлиш. То сейчас говорю то, что вот если бы инопланетяне прилетели, я бы сказал, что послушать, чтобы понять, что люди слушают. Это не значит, что это мой выбор первый. Буду откровенен. Да. Поэтому Билли Айлиш, но я бы, смотрите, как думаешь, что в ней цепляет? Голос хороший. Голос хороший. Интересный. Голос классный. Но еще, естественно, она же голос поколения молодых людей. Поэтому этим и цепляет в основном. Но я не буду говорить, какую песню слушать, потому что я хочу, чтобы вы послушали инопланетяне целый последний ее альбом. Потому что это лучшее, то, что она сделала за последние свои 5 лет активной карьеры, начала и конца. Последний альбом, наконец-то, мне понравился Билли Айлиш. Окей, хорошо, последний альбом Билли Айлиш. Ну и напоследочек, вот что чисто по дороге домой, что бы им там в тарелке Какой поставить. по дороге домой? Последний — это самая гениальная женщина музыкального мира. Это Лана Дель Рей. Потом инопланетяне выкинули все остальное, то, что у них было до этого. Свою летающую тарелку останутся. Да, пусть слушают альбом Norman Fucking Rockwell, так он называется. Тоже, хотя, давайте, Norman Fucking Rockwell, и песня называется Venice Beach. Feel fun, feel love, fresh out of Fox forever. Очень интересно, что Норман Факин Роквелл, потому что это довольно яркий художник американский, если в курсе, кто о чем речь. Очень такой выразительный, немножечко карикатурный. Вот, видишь как? Вот послушайте альбом. Очень интересно. Название и сам альбом очень, там очень много всего интересно перемешано. Какие 3 песни хотели бы вы показать инопланетянам? Пишите, пожалуйста, в комментариях. А какая у тебя мечта, большая мечта, которая сейчас тебя драйвит? Ну, это хороший вопрос, потому что вряд ли у меня есть одна мечта. Я, наверное, не могу так сказать. Но для меня важно иметь какой-то отклик на мою деятельность. То есть я хочу, чтобы я приносил пользу своей деятельностью тем, кто меня слушает или тем, кто меня смотрит. И чтобы это была и жизнь, и работа одновременно.
Чтобы это было в моменте одно и то же. Чтобы я не хотел пойти в big corporation, чтобы я не хотел пойти работать куда-то еще, и мне нужны были деньги на то, чтобы существовать, а чтобы это было, вот, это часть моей жизни. И я мог ее делать, откуда я захочу, потому что для меня важно двигаться. Больше мне ничего не надо. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что так происходит? Поскольку нас в детстве всегда хотят отправить на какие-то занятия. И мы в любом случае соприкасаемся с этим, потому что иди на музыку, иди на танцы, иди туда, иди сюда. Многие дети говорят, зачем это запихиваете? Но по факту это помогает нам обрести знание того, как мир состоит, из каких лоскутов искусства, творчества и так далее. Так что ругайте своих родителей, но не всегда. Не всегда, потому что иногда это очень полезно. Пойти послушать музыку, самому попеть, потанцевать и сделать что-то творческое. Хотя нам этого не хочется, нам хочется идти играть с песком или гонять мяч. У меня была обратная ситуация, потому что меня родители никуда не отдали. Я 6 лет была на фольклоре, и я ненавидела это все эти народные танцы, песни. И я всю жизнь считала себя не творческим человеком. Я думала, что я и творчество — это не пересекающиеся концепции. Но когда я выросла, я поняла, что я могу сама выбрать для себя свой дальнейший путь и соприкоснуться с чем-то, что может открыть какие-то новые слои для меня. И я начала соприкасаться больше с музыкой, с танцами, с творческими людьми. И если раньше я думала о себе как вообще очень таком прагматичном, аналитическом человеке, который не связан с творчеством никак, то сейчас я уже понимаю, что я по чуть-чуть начинаю есть этот прекрасный кусочек этого великолепного вкусного торта. Ну, главное начать его есть, потом ты войдешь во вкус. Да, так оно и работает, потому что самое главное, что начинание, понимаешь? Вот тебе ложка, вот тебе этот кусок торта, давай ешь его. Но ты должен сам отрезать себе вот этот Безусловно, за тебя никто ничего не сделает. Поэтому режьте слои торта аккуратно и ложечкой вперед. Ам. Пока-пока! Всем прекрасного вечера. Подписывайтесь на Богдана. Все ссылочки будут в описании. Чао-чао. Слушайте музыку. Блин, ну а что, Тейлор Свифт, никому не нужна она, мы это выяснили. Но в целом Пулитцеровская премия, Жопотряс, ТикТок, Жопотряс, музыка. Много-много музыки, хорошей музыки. Слушайте музыку и смотрите Meta Vibes.